Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем привет! Мы находимся на глобальном сервере, 38-й день сезона, 14 мая. И у нас сегодня заканчивается битва за корону, по-моему, 5-й этап. Я заметил, что людям не особо интересно в него играть, лишь бы его просто отбить, хотя бы как-нибудь. Поэтому первый мой совет, если у вас с прошлой команды, с прошлого этапа тут умирают, попробуйте там накидать на глаз, так сказать, того же оленя поставить в качестве питомца, да, который щиты будет давать. Либо там артефакт поменять, либо добавить какого-нибудь героя поддержки. То есть грубо так изменить команду, чтобы долго не сидеть, не перерабатывать ее, просто быстренько отбить и все, и забыть про это. Почему этот режим особо не интересен людям? Потому что, во-первых, короткое время, во-вторых, параллельно с боссами, да, там с тем же континентальными и всеми остальными событиями. Плюс ко всему, здесь не то чтобы высокие награды и особенно разница по рейтингу какая-то большая. У нас здесь обычные осколки, да, и как-то стараться прям сильно тут чего-то делать, я вот не вижу смысла. Были бы здесь осколки эксклюзивных героев, да, вот за рейтинг, и разница по ним, другое дело. Ну а за обычную легендарку, которая чаще всего мусор, извините меня. Я не стал идти ни в какую башню в другую, то есть огненные я до сих пор еще не пробовал, я, возможно, что на следующем этапе это все-таки сделаю. Я продолжаю бить ледяную башню, и что хорошего в этом, в том, что если мы справляемся с ледяной, то мы спокойно можем ставить эту команду на башню молний, и, в принципе, она должна нормально, без проблем справляться, тем более, что можем усилить ее, например, 5-м героем ДД, если вот здесь у нас было там 1 либо 2 героя поддержки. Почему здесь у нас появляются герои поддержки? Потому что с каждым этапом у нас боссы, элементали довольно-таки сильнее становятся. Не будем углубляться в суть, да, мы ее и так понимаем, примерно понимаем. Здесь у них очень высокий урон теперь на 5-м этапе, заметно выше, чем был на 4-м. Хотя на 4-м он тоже казался высоким. И обратим внимание, 55 тысяч атаки уже. Я не знаю, сколько было на прошлом этапе, но мне кажется, явно ниже. Явно ниже. Итак, чтобы здесь выживать, в команде разъедания, это моя основная команда в этом этапе, ну и в принципе в любых других тоже, это у нас команда разъедания. Я вчера потратил много времени, я вывел вот такую вот команду. Чем эта команда хороша? Тем, что здесь у нас всего лишь эпический герой, и Рейта здесь справляется без пробуждений. Я это уже проверял, они набивают 300, почти 3200, 3 миллиарда 200. Рейта без пробуждений. Но здесь есть очень высокие требования к снаряжению. То есть вы видите, что у нас здесь код, то есть нету никаких оленей. Здесь высокое требование к снаряжению, обратите внимание на характеристики. То есть у нас здесь плюс 2000 атаки, очень много здоровья, и это нужно учитывать, иначе она просто не будет жить. Набор снаряжения вы видите, да? Здесь, кстати, донатного артефакта нету. И так что я хотел показать? Я хотел показать, что у нее, у Перл должно быть больше всего защиты. Видим, еще раз видим, да? Потому что здесь есть удар у боссов, который бьет именно по герою с наивысшей защитой и вокруг него. Поэтому вокруг Перл здесь никого нету. У нас здесь Сакредея раздает атаку, у нее достаточное количество атаки. Видим, еще раздает урон. Кстати, ее можно было поставить бы вот сюда, по идее. По идее, да. По идее, вот так вот надо было бы ставить. То есть у меня неправильная расстановка была. Давайте я вам сразу покажу Рейту. Я ее покажу вам без пробуждений. Также к Рейте у нас высокое требование по снаряжению. Обратите внимание, много здоровья, защиты достаточно, но самое главное, шанс крит удара, крит урон, видим, и точность. Ускорение навыка у нас здесь благодаря посоху и сету. Благодаря вот этому шансу крит удара, крит урона, она может очень жирные щиты давать и очень высокое лечение осуществлять. Если этого не будет, то они жить не смогут. Сакредея у нас уже показал, да, тоже крит урон, крит шанс, все как обычно. Если у вас кто-то из них, видно, что может выживать, но не живет, добавляйте там какую-нибудь одну руну там на защиту. Жертвуйте уроном и добавляйте руны на защиту. Здесь у нас Сицилис полностью в урон. Видим, что
Никаких рун у нее, по-моему, нету. Да, все в атаку, все в защиту. Если у вас шмыгли плюс 5, просто ставим сюда шмыгли плюс 5, ничего не меняем, все то же самое. Код вот такой вот код на урон. И рук. Руку я дал 45 ускорения за счет вот этих двух предметов и за счет руны. Я это сделал для того, чтобы он успел дополнительный раз ударить. И поэтому у меня урон, как мне кажется, получился выше, чем обычно. Схема снаряжения вот такая. И тайминги вот такие. Обратим внимание, 17,7 мы не ставим, как я говорил в видео про коды команд, мы не ставим это вслепую. И начало использования навыков мы проверяем, чтобы у вас хватало ускорения на то, чтобы так делать. Обратите на это внимание. Если у вас нет ускорения, у вас просто они не выдержат вот этот тайминг и все будет сбиваться. Обращайте на это внимание. Рейта у нас может быстро ходить, она с посохом, но ей это не нужно. Почему? Она ходит вместе с Сакредеей для того, чтобы бить по вот этой уязвимости. Это очень важно. И поэтому у нас Перл ходит, видим, за 10 секунды до них. Почему? Потому что она у нас снимает усиление и ставит запрет усилений. То есть боссы у нас вешают баф защиты, это очень важно, иначе лечение у Риты будет довольно-таки слабым. Поэтому у нас такой цикл, даже учитывая, что у нее есть посох. И так они живут стабильно. Рук у нас не привязан, потому что у него ускорение, ему нужно ходить быстрее. И, соответственно, Сацидис замыкает, если это будет шмыгли, то же самое. Сацидис либо шмыгли замыкает цикл. Код по умолчанию. И главная была проблема, это в том, что именно вот лечение у Риты было очень плохое. И только когда я поставил вот эту русалку, либо это будет вориш, ну с ней получше, потому что она все-таки яд, и мы можем поставить вот этот артефакт. Только после того, как я ее поставил, и она начала снимать баф защиты, и они стали ходить вместе, и она начала бить по разлому и по ослаблению вот этому, только тогда лечения стало очень много и достаточно. Давайте посмотрим, как это происходит в бою. Урон очень высокий. Но вы посмотрите, какие щиты. Какие замечательные, жирные, сочные щиты. Они живут на грани. Но они живут. Если у вас здесь совсем ничего не получается, мы же видим, что боссы кидают еще ослабление защиты. То есть нам и так тяжело жить, но еще и дебаф защиты. Если у вас здесь совсем все плохо, и вы не можете выкрутить там Рите вот этот крит шанс, крит урон, Перл вот эти характеристики, просто идите на молнии. Не идите на лед, идите на молнии. На молниях гораздо все проще. И видим, что в конце руку ровно хватает времени, да, 3 секунды остается, чтобы весь урон прошел. 3 миллиарда 270 уже они набивают. Это вот после того, как я переставил кого? Сакредею поближе к Сацидис, чтобы усиление урона ей тоже доставалось. Я имею в виду Сацидис. Это первый бой, то есть я не монтировал ничего, не переигрывал, то есть без пробуждения Рита. И первый бой без каких-либо проблем, хотя видели, что они жили на грани. Но обратите внимание, что у меня связь стихий прокачана именно в лед и яд. И здесь у нас есть защита и очки здоровья, здесь у нас уменьшение урона, то есть это естественно повлияло на мою живучесть у этой команды. Если у вас есть прокачка стихий, точнее проблемы с ней, то, конечно, идите на молнию и, скорее всего, проблем не будет. Такой же вариант, абсолютно такой же вариант можно сделать с воришем, если вдруг у вас вот этой перл нету. То есть он тоже кидает запрет, он может кидать, кстати, еще и разлом может кидать, и запрет усиления, и снимает усиление в том числе. Можете поставить сюда вoriша. Но вот этот артефакт тогда замените. Следующая команда — это команда призыва, и я здесь не обозначил. Эта команда у меня набила, причем с большим скрипом, 950 миллионов. На прошлом этапе она набивала... Она набивала 1 700 000 000, я не так ее назвал. Причем пятая надо, корона 5, 950. Здесь у нас есть изменения. Во-первых, схему снаряжения мы видим, да? Куча предметов на живучесть. Плюс ко всему еще плащ. Бернет тут очень тяжко приходится. Таймингов здесь нету. Вообще нету никаких. Потому что они справляются без них. Давайте посмотрим на расстановку. Расстановка. Так, расстановка у меня сбилась. К сожалению, она у меня сбилась почему-то, хотя я ее сохранял. Ладно, попробую переставить. Дело в том, что удар по герою, по союзнику с наибольшими очками здоровья, он у нас
сначала идет на Бернейт, потому что у нее задрана защита. Затем, обращу внимание, кстати, я здесь всю закалку сделал, да, где только смог. А нет, не всю. Еще здесь очки здоровья остались и защита. В остальном видим. Здесь просто нечего было. Ну, очки здоровья, понятно. Здесь у нас защита, очки здоровья, защита, очки здоровья, очки здоровья. Сопротивление 311, плащ. Куча здоровья, куча защиты. Ей очень тяжело приходится. В первую очередь они будут бить по ней. Потом у нас трансформируется Лильванис, и, насколько я понимаю, защита становится максимальная у нее. Поэтому нам нужно отодвинуть, во-первых, ее. Во-вторых, так, ее. Кто у нас здесь что-то раздает? Нет, у нас никто ничего. А, нет, она раздает. Ну, пускай будет вот так, хотя им атака особо не нужна, но пускай она им ее раздает. Мы не ставим ни сюда, ни к ней, потому что, я уже сказал, что они будут бить сначала по ней, потом по ней. И тогда проблема будет с выживанием. Итак, у нас расстановка пускай будет вот такая. Эстайон у нас максимальные очки здоровья, защита, видим, да? Если получится еще ускорение навыков, можете сделать еще ускорение навыков. Лильванис у нас просто в урон, без всяких особенностей. Синтреля частично защита, очки здоровья, видим, и атаки у нее сколько получится, чтобы она выживала. Потому что у нее здесь есть проблемы с выживанием. Я здесь ей пару, по-моему, одну руну дал на выживаемость. Ей, видимо, хватило, но у меня 5 пробуждений. Может быть, это так, Тиамат я показывал вроде бы. Тоже защиту, по-моему, я ей добавлял, да, потому что она умирала, бывало. Очки здоровья видим. Таймингов нету. Еще раз обращу внимание, что у меня вот такой вот олень. Он в первую очередь с ускорением. На это надо обращать внимание. Плюс ко всему, видим, атаки нету, есть защита, очки здоровья. Я пробовал ставить другого оленя с атакой, а они у меня не жили. Поэтому. И без ускорения тем более. Может быть, в ускорении дело. Давайте посмотрим, как это происходит, потому что на это, конечно, больно смотреть, но что поделать, это нужно увидеть. Вот и все, вот и закончился бой. Обратим внимание, что штрафа атаки от Тиамат не было. Хотя у нее вроде бы достаточно, тем более игнорирования есть, да, вот это вот все, но случается вот так вот. Причем случается довольно-таки часто, то есть команда живет довольно-таки слабо. И несколько раз я переигрывать пробовал этой командой, и они умирали. Ну и вот видим, не то чтобы сложно выцепить бой, выловить бой, в который они выживут. 978 они нанесли. Сохраню я схему, сохраню расстановку, чтобы она еще раз так же не сбилась, как в прошлый раз. И если вы поставите эту команду на молнии, то вам уже не придется ставить оленя. Вам не придется столько всего вот этого выкручивать. Вы сможете спокойно увеличить урон у Лильванис, да, поставить кого-то рядом. И, ну и вполне гораздо проще набьете свой урон. И там будет где-то, наверное, 1,5-2 миллиарда, что-то типа того. Ну, обратите внимание, у меня Лильванис плюс 3, да, здесь пробуждение есть. Бернейт на месте. То есть, конечно же, без них будет хуже. Плюс ко всему, у меня здесь есть донатный артефакт. Вы его можете заменить на сундук также, да, либо на рога попробовать. Сундук, наверное, более предпочтительным, потому что все-таки здесь есть снижение урона у этого артефакта, да, на 15%, а у сундука есть увеличение у защиты на 10%. То есть другие живучесть нашу не увеличивают. То есть не снижают урон. Здесь у нас увеличение лечения, да, но урон будет приходить неизменным. То есть очень высокий, и скорее всего мы не выживем. Не знаю, не пробовал. Поэтому лучше всего здесь, наверное, поставить тогда сундук. По заменам, как я уже сказал, Тиамат здесь необходимо, и без нее все пойдет на смарку. Если у вас нету Эстайон, можете ставить кого угодно, например, Торрена. Мы здесь ставим Эстайон только из-за одного. Ой, чтобы она вот этот вот штраф защиты давала. Вообще, по-хорошему, можно было бы разлом дать на нее. И тогда она за счет таланта разлом этот на 2 секунды бы продляла. Может быть и так. Может быть и так. Тем более, что у нас здесь так у Тиамат такого таланта нету. Поэтому можете попробовать так, если будете играть именно такой же командой. Третий вариант команды. Это у нас команда, получается,
ледяного взрыва. Она у меня набивала довольно-таки мало, то есть около 600. Та проходка, которая у меня была, было 500, по-моему, 60, либо 580. И видим, что здесь у нас Финя и Филосия. То есть жить им довольно-таки сложно здесь. Все по той же причине. И поэтому у нас здесь Финя с максимумом защиты. Она у нас в стороне. Она у нас с посохом с этим. И еще и вот с этим предметом. Она у нас поодаль. Просвещенность тоже, очки здоровья не забываем, сколько получится. Чтобы ее, она поодаль, чтобы ее били тем самым ударом. Ну и здесь у нас Филосия. Филосия у меня в жилетке. Может быть, они выживут без жилетки. Но я сомневаюсь насчет своей команды, потому что, кстати, я не дал тот предмет, который надо было бы дать ей. Я сомневаюсь, потому что у меня эта команда просто не выживала. Урон приходит такой, что та же сова с одного удара может склеить свои не ласты, а получается лапы. Вот такой вот предмет, конечно же, и лучше. И билдель у меня здесь слабенькая, сразу скажу. 3500 атаки это вообще ни о чем. 140 крит шанса вообще ни о чем. У меня здесь в этом сезоне на билдель снаряжение вообще ни о чем. Учитывайте это, когда будете примерно прикидывать урон, который у вас будет наносить ваша команда. У Шины вот этот талант, чтобы иногда хотя бы она баф защиты снимала с этих элементалей. Она раздает здесь атаку, ну и соответственно вот этот баф. Ну и все. Фредгунду так я показал. Тайминги, кстати, я здесь тайминги не ставил. Можно поставить чуть подольше, как обычно, да? Сколько там мы ставили? 12. Ну, допустим, и 5. Здесь 12. 18. Здесь мы ставили где-то 18, да, там, ну, 19, что-то такое. Пускай будет 18,5. И так, ее, учитывая, что у нее ускорения много, по умолчанию. Здесь тоже она с посохом по умолчанию. Голем у нас тоже по умолчанию, хотя можно его поставить, например, 9,5. Хотя я помню, что с таймингами у меня всегда получалось хуже. Насчет этого артефакта я уже 100 раз говорил, да. Ставим либо сундук, либо рога, это будет нормальная замена. Либо в данном случае, кстати, здесь щитов полно, мы можем ставить сферу дракона, она тоже будет неплохо. Единственное, что она... хотя нет, она урон увеличивает, да. Да, она урон увеличивает. Я сохраняю вот эту схему. И давайте посмотрим, как они работают здесь. И как они выживают. Выживают, как я уже сказал, они здесь довольно-таки сложные. Кажется, что легко-легко, да, там, то есть полное здоровье, куча щитов, таки, да, идет все нормально. Все будет хорошо. А потом хлыдыч, как в этом Кунг-фу панда. Как он там, скибадыдыщ, я не помню уже, как он говорил, реплику вот эту. В общем, мизинчиком своим бэмс, и совы нету. Я, кстати, ей, по-моему, одевал одну руну на защиту. Потому что вот такое вот происходит. Вот такое вот происходит. Дыдыщ, и нету совы. А где сова? А нету совы. А сова теперь суслик, она теперь под землей живет. И она очень любит кормить червей. И в итоге я докачал талант Фине на лечение. Плюс ко всему я Фредгунде пожертвовал уроном, часть урона, и одел побольше защиты. Давайте посмотрим, помогло ли это. Потому что она умирала. Она просто умирала постоянно. Я уже боев 10 открутил. Я не знаю, как мне получилось. Ой, на стриме бой отыграть видим, 571 она набила, то есть до 600 можно, ну у меня снаряжение плохое, как я уже говорил. То есть если что, да, жертвуйте уроном и докачивайте вашу живучесть тем, кто чаще всего умирает. То есть слабое звено свое усиливайте. Ну и, соответственно, если у вас нету там пробуждений, кого-то не хватает и вы не можете здесь выжить, просто идите на молнии. Вот такая вот получилась команда. И последняя команда, которую я здесь использовал. Это у нас команда Ауры. Я не помню, сколько она набивала, по-моему, в районе миллиарда. По-моему, в районе миллиарда. Расстановка у нас вот такая. Анализис у нас имеет максимальную защиту. И, соответственно, очень много здоровья. То есть, ну, не очень много, но много. Главное, чтобы защита была максимальной. Тогда она будет принимать на себя удар. Она после того, как появляется на поле боя, она появляется где-то здесь. И поэтому наших союзников это не задевает.
Синарел у нас с этим артефактом раздает атаку. Видим, что атаки мы даем ему поменьше. А все почему? Почему мы так занизили ему атаку? Потому что у нас здесь шахла. У нас здесь шахла. Почему у нас здесь шахла? Потому что Линкас, как мне подсказал скрипт Play, спасибо ему за это, я бы сам не допер. У нас Линкас вызывает, где он там? Ой, вот этого компаньона, и когда этот компаньон пропадает, он считается, что умирает. И поэтому вот эти вот чуваки набирают вот эти вот стаки, и мы жить здесь просто не сможем. То есть они усиливают защиту каждый раз, когда этот компаньон умирает, умирает, и усиливают свою атаку. И уже на 18-й стак, это происходит в начале боя, мы все разом умираем. Поэтому Линкаса здесь мы не используем. Здесь у нас шахла. Если у вас шахлы нету, ставьте кого угодно. И почему мы атаку выкручиваем именно Торрессией максимально? Потому что шахла дает именно союзнику с самым высоким показателем атаки. Увеличение вот этого критического урона. Оно здесь довольно-таки серьезное, да? 20 зарядов, то есть это 100%. Поэтому вот так. Видим, что защиты у шахлы и очков здоровья довольно-таки много. Это все потому, что она умирала. Я ее одел, как видим, в жир, чтобы она жила. От нее урона вы все равно не дождетесь. При этом она атаку еще раздает частично. Да, мало, но сколько получится. Его я уже показывал. Кстати. А зачем он у него здесь? А зачем он? По ошибке я его одел. И так, Дианта на разломе, как всегда. Тоже я ей вроде бы что-то отдавал. Нет, не давал. Очки здоровья. Я ей здесь, нет, не давал. Получается, не давал. Из-за того, что у нее много очков здоровья, есть талант, да? Она здесь каким-то образом выживает. Так, и Торрессия, собственно, она здесь имеет максимальную атаку. Здесь крит урон, здесь очки здоровья, крит урон, видим, да? Одета вот так. И давайте проверим, что у нас по атаке. 3800, 3900, 2700, 3100 и 2300. И, соответственно, защиты 4280. И давайте изменим этот неправильный артефакт. Я ошибся и поставил его. А кого мы поставим? А мы поставим сундук. Сундук, либо вот это вот. Ну, по идее, вот с этим лучший урон. Но вот с этим лучше выживаемость. Давайте попробуем сначала лучший урон. Обращу внимание, питомец здесь тот же самый олень, с ускорением и с защитой и с очками здоровья. Иначе они у меня не жили. Тайминги, давайте посмотрим тайминги, прежде чем бой смотреть. Схема снаряжения. И тайминги вот такие. Мы начинаем на 14 секунде, там у нас как раз баф у элементали появляется на защиту. Мы его снимаем нашей птахой и, соответственно, проводим свой цикл. Она первый цикл выжидает, да, потому что она не успеет набрать энергию. Так как она в начале боя, как вы знаете, пропадает и потом только появляется. У Синарелла, обратим внимание, 80 ускорения. То есть у меня здесь плюс 3, плюс ко всему я ему дал вот эти два кусочка сета. И еще у него здесь ускорение тоже какое-то имеется. Плюс ко всему у него защита здесь есть и очки здоровья, чтобы он не умирал. Давайте посмотрим, как это в бою происходит. Они, кстати, довольно-таки, ну не то чтобы часто, но умирают. Имейте в виду. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Если такое происходит слишком часто, можно добавить какого-нибудь выживания, например. Дианте можно дать какую-нибудь защиту. Единственное, что жертвовать уроном не хочется, поэтому я оставлю так. Давайте попробуем все-таки перекрутить. Еще лучше на старте боя, если вы используете не автобой, давайте сделаем вот так. Мы дадим это Дианте. А дальше уже на авто. Я думаю, что они, если разгонятся, то все будет более-менее нормально. С миллиардом я, конечно, погорячился, но обратите внимание, что у меня тайминг неправильно на Торрессии был.
Она у нас ультует тогда, когда она еще не успела снять баф. То есть она начинает это делать, но он еще висит на противнике, и уже Тересия бьет. То есть ее нужно чуть-чуть сместить вправо. И напомню, да, что ей точность, конечно же, нужна. Ей точность нужна. Давайте мы изменим этот тайминг. Пускай это будет с половиной. Вот так вот. Я думаю, что этого времени должно хватать. И попробуем выкрутить бой на авто. Без использования Синарелла. В ручном режиме. Вот что получается. Прикол, конечно, прикол. Очень стабильная команда. Единственное, что она стабильно делает, это умирает. Причем все вместе видим, да? Третий раз, а потом опять вручную попробуем. Да, не справляется она вручную, нестабильная, как видим, команда. Но что поделать, такой вот ледяной у нас противник. Жесткий, жесточайший. Давайте попробуем провернуть ту же самую схему. И посмотрим, какой урон будет с новыми таймингами. Если, конечно же, они доживут. Ну и первый же бой, который сразу же, после того, как я сказал, что буду пробовать новые бои, первый же бой сразу удачный. Я не знаю, то ли это тайминги так изменили положение, то ли это все-таки разлом, который накладывает Дианта, да, он по-разному накладывается. По-моему, у меня было здесь вот как раз-таки 800 с чем-то, когда я тестировал эту команду. В общем, вот такой вот урон, я его сохраняю. Ну и в итоге у меня получился вот такой вот урон. Не самые лучшие показатели у ауры, я не сохранил тот результат, потом перебивал. Автобои закончились, и на последний автобой я выбил вот столько и уже не стал вручную переигрывать, ну его нафиг. Призыв у меня здесь ударил лучше, чем получилось на видео. И, соответственно, разъедание, ну, вполне себе так же. Такие вот дела. Здесь 2 оленя получается и 1 кот. Такая вот компания собралась. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.